Всем привет, друзья! Закусив свой бананчик с утра, мне пришла вот такая мысль. А возможно ли стать топ-1 по киллам и самым богатым на сервере Funtime за 24 часа? Сегодня я проверю это, ведь 24 часа это достаточно мало, но все же в этом ролике я успел очень и очень много. Также на 4-й анке я спрятал сундук с самыми топовыми вещами на сервере, поэтому смотри ролик до конца и очень внимательно, ведь там ты сможешь найти и завестись очень крутым лутом. Всем приятного просмотра! И первым делом, когда я зашел на 4-ю анархию, я пошел смотреть топ по киллам, ведь всего 68 убийств мне нужно было сделать, чтобы стать топ-1. В целом, это было не очень сложно, и в своей голове я уже начал обрабатывать план, что и как я буду делать. Далее, конечно же, я иду открывать бесплатный кейс, ведь по команде Free вы получаете один бесплатный кейс, в котором может выпасть абсолютно все, что угодно. Я очень надеялся на что-то крутое. Ко мне даже подбежал игрок и тыкнул на крипера. После этого мне выпадает голова дракона. Я очень благодарен этому игроку, и я ее успешно продаю за 800 тысяч монет. Кстати, достаточно быстро у меня ее купили, практически за секунду уже. И тут спустя 1 минуту уже начался ивент, в котором я мог очень много заработать денег, если бы на него успел. Мне нужно было срочно скрафтить компас, чтобы идти по координатам, ведь я очень ленивый и мне лень смотреть на F3, поэтому я стал таким крутым, что пошел крафтить компас. К сожалению, я не успел скрафтить компас до ивента, и следующее мое действие было это РТП. Я РТПхнулся, добыл дерево, чтобы скрафтить верстак. После этого скрафтил компас, ввел координаты и начал быстрее бежать. Меня заспавнило достаточно близко. Меня даже встретил какой-то игрок на РТП, который дальше полетел на ивент, а я, дурак, решил по РТПхаться в надежде на то, что меня тэпнет поближе. Ну и как назло, меня не тэпнуло ни разу поближе, я только отдалялся и отдалялся от ивента, и в итоге я потратил примерно уже 30 минут с начала записи ролика. Далее я решил полностью заняться экономикой, а не киллами, и вот первым делом мне в голову пришло добывать алмазную руду, которую я мог продавать за примерно 35 тысяч, ну и также на аукционе я находил достаточно дешевые вещи, которые можно было продать подороже, и перепродавал их. А за небольшой промежуток времени, а именно 1,5 часа, я смог заработать ни много ни мало около 1 миллиона монет. Все, что я делал, это перепродавал ресурсы и продавал алмазную руду за 35-40 тысяч. Таким образом, я получил за 1,5 часа 1 миллион. Ну и дальше я начал шерстить дальше аукцион в надежде находить что-то очень выгодное. Но получив очень много денег, я решил купить элитры, чтобы подзаработать и на ивентах, так как я на них могу заработать больше, чем на играх. Побегаю на PvP арену, вижу вот такую картину, достаю свой меч и, к сожалению, не остается 1 хп. Но и тут уже начинается новый ивент с душами, где я успешно умираю, к сожалению, и решаю просто подсосаться, бегать голым. Но у меня это не очень выходило. Ну и тут я еще и падаю на PvP-арену, где можно PvP-жить, а смотрю, никто за мной вроде не бежит. Я закончил свой ивент на этом и продал ее за 150 тысяч. Кстати, у меня купили ее быстро. Ну а далее, послушав своего друга, я пошел копать горы, потому что он сказал, в горах есть изумрудная руда. Я купил кирку примерно за 1 миллион монет. Сейчас вы можете видеть, какие на ней чары, и, к сожалению, никаких изумрудов в горах не было. И потратив примерно 4 часа своего времени в никуда, по РТП, по ивентам, по PvP-аренам, я, к сожалению, не смог ничего особо залутать, просто бесконечно умирал и ничего не заработал. И тут я решаюсь продать свою алмазную кирку, потому что я уже был в полном отчаянии, я не знал, что мне делать, и мне нужно было вернуть свои деньги, ведь я потратил на нее 1 миллион. Ну и восстановив ее, я решаюсь ее продать. Но, смотря на то, по балансу мне становилось все хуже и хуже, ведь для того, чтобы занять первое место, мне нужно было около 300 миллионов. Ведь вайп был только недавно, я не понимаю, откуда у ХЗ 124 столько денег, но мне нужно было очень много работать и работать, чтобы столько заработать. И вот я решаюсь телепортироваться в ад, чтобы понадобать ценные ресурсы и потом их продать, далее скрафтив еще кое-что, что мне потом пригодится. А первым делом мне нужно было накопать полстака незерита. Да, это достаточно много, но в этом и был мой весь план, потому что я смогу построить свою фармилку, с которой я смогу много заработать, а о нем я расскажу немножечко позднее. И примерно спустя 2 часа просто копания я нахожу чью-то базу с фармилкой кактусов. И особенно важно, я нахожу здесь сундуки, которые я буду гриферить, потому что без гриферства я не смогу точно никак заработать. Я очень надеюсь, что там будет топовый лут. Ну а потратив все свои деньги на TNT и вагонетку с TNT, я, конечно же, пошел
на эту базу записывать координаты сундуков, чтобы успешно ее загриферить. Выкопав ямку сверху, я буду скидывать туда TNT, но не все так просто. Игрока онлайн не было, но тут начался ивент, точнее начнется через 3 минуты, а именно маяк, в который я не мог никак пропустить, и взяв свои единственные литры, фейерверки, которые я купил зелье инвизов, сделал все по фэншуй и полетел сразу же на ивент, потому что, ну, никак я не мог его пропустить. Это была моя чуть ли действительно не последняя надежда, не считая этой базы. И спустя просто 30 секунд моего бегания меня находит игрок в инвизе, хотя у меня не было ничего, у меня не было одетой элитры, у меня не было брони, я не знаю, по какой причине я умер, но прибежав туда снова через РТП, я покупаю зелье невидимости и жду ивент. На ивенте было достаточно очень большое количество игроков, прям максимально много, буквально весь сервер сбежался на этот ивент, все хотели залутать свое. Многие уже отстроили ловушки, и тут начинается все самое интересное, все месиво. Я лутаю все, что могу, залутав 2 шмотки, меня, к сожалению, убивают. И я ничего не смог залутать с маяка, потратив еще дополнительные полчаса в никуда. Знаете что, я не сильно расстроился, ведь у меня еще была одна база, которую я начал успешно гриферить. После первой TNT я подумал, что я что-то не так делаю и не туда скидываю, потому что нету сундуков. Ну а после второго TNT я уже понял, что я действую правильно. И вот у меня остается только вагонетка. Вагонетка с TNT, которую я успешно скидываю, но она взрывается очень плохо, лишь немного сломав блоки сверху. И вот в чем проблема. У меня не было денег на еще один TNT. Сразу же я побежал на спаун, чтобы что-то продать, но продав всего лишь 3 привата, я смог получить 1 TNT. Этого одного TNT мне хватило, чтобы забрать лут. И тут она взрывается, и я сразу же перегибаю вниз и нахожу достаточно огромное количество лута, и, к сожалению, был не тот самый лут, который бы я хотел видеть. Потратив на него достаточно много времени, я получаю практически ничего. Ведь у него было какие-то минимальные вещи, и выкупив себе сундучок далеко от его привата, я решаюсь немножко погриферить еще его базу, потому что за такой лут нужно наказывать. А именно вот так. Ну а телепортировавшись на спаун, я смог отсортировать все свои вещи и понял, что я ушел в достаточно большой минус, потому что я потратил около 500 тысяч монет на гриферство вот этой одной базы. Взамен получив какие-то жалкие 300 тысяч. Подобрав вещи, я решаюсь их спрятать. Это будет еще не единственная нычка, поэтому смотрите ролик до конца. И там будет еще лучше лут. Я решаюсь их спрятать вот на таких координатах. Кто успел, тот и увидел. Поэтому, если вы хотите их залутать, то на 4-й анархии вы сможете их найти именно вот на таких координатах. Ну а потратил я уже примерно около 14 часов. Вы скажете, почему так много? Ведь видео длится всего 8 минут, а тут уже 14 часов. Как так? Но в остальное время я просто бегал в надежде, что мне что-то выпадет. Я как-то что-то удачно найду. И, к сожалению, ничего я удачно не нашел. Я начал дальше копаться, ведь мне нужно было еще около 20 назерита, чтобы скрафтить свою, так сказать, фармилку. И тут я натыкаюсь снова на чей-то приват, где невозможно было ломать в какой-то определенной области блоки. Ну и сразу же я тэпнулся на спаун и решил его взорвать, ведь такие маленькие места гарантируют хороший лут. И взорвав первый TNT, я увидел приват, взорвав второй. И вы бы видели мое лицо в этот момент, я просто не понимал, что происходит, что делать. Сразу же тэпаюсь на спаун и продаю талисманы по 30 миллионов каждый. И я смог залутать с этого всего уже 51 миллион и занял топ-10. Да, это не топ-1, потому что топ-1 это просто жесть какая-то. Я не знаю, что он сделал, откуда у него столько денег, это просто жесть. Но все, что я смог залутать, это всего 51 миллион. Но самые внимательные же увидели, когда я нажал F3, спалил координаты, и вы сможете залутать супер сундук с супер вещами, которые я оставляю именно для тебя. Если ты успел увидеть координаты, то беги на 4-ю анархию и поскорее забирай этот сундук под деревом. Приятного тебе играния на 4-й анархии. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать свой ролик. Да, он получился небольшим, да, я не добился своих целей, но показал всем, что в целом, если
захотеть, то за 24 часа где-то уж точно можно преуспеть. Я думаю, за 24 часа, если бы я бы углубился не в экономику, а вот как раз таки в PvP, я бы смог добиться топ-1. Но, к сожалению, так бывает, но я постараюсь исправиться и выполнить этот челлендж в следующих видео. Ну а я пошел кушать вечерний бананчик. Всем хэллоуинского вечера. Пока.